Всем привет! Давайте сегодня разберемся с такой маленькой, но очень важной деталью велосипеда, как колесный ниппель. Вы на канале На велике с бананом, меня зовут Игорь. Погнали! Всего есть три вида ниппелей: Dunlop, Shredder и Presto. Сразу немного о конструкции. Ниппель состоит из внешней части, так называемого корпуса, и внутренней части золотника. Эти золотники отличаются друг от друга, и в них вся фишка каждого ниппеля. Давайте начнем с самого, на мой взгляд, неудачного ниппеля, который вам точно не нужен. Это ниппель Dunlop. Мне кажется, что он нанес мне в детстве психологическую травму, которая будет жить со мной всегда. У меня лет в 12-13 был складной велосипед, и камеры у него были именно с таким ниппелем. Но благодаря Dunlop'у я очень хорошо научился клеить свои камеры. Как думаете, сколько у меня было дырок в одной из-за него? Выберите один из трех вариантов: 5, 7 или 13. И правильный ответ 13. И все это за одно лето. Это было 7 пробитий, 6 раз по 2 дырки, так называемые змеиные укусы, когда из-за низкого давления в колесе при наезде, к примеру, на бордюр, вы пробиваете сразу 2 дырки о свой обод. А один раз мне повезло и было всего одна дырка. Но косяк тот же — низкое давление в колесах. В чем же причина? А кроется она в конструкции этого ниппеля, вернее золотника. У него есть небольшое отверстие, через которое и идет накачивание воздуха. И чтобы воздух обратно не выходил, на отверстие надета резинка, которая под давлением снаружи впускает воздух, но не выпускает его наружу. А все резинки, как мы знаем, имеют свойство рассыхаться и крошиться со временем под давлением, что и было причиной моих постоянных проколов. Возможно, сейчас с такими колесами будет меньше проблем, потому что купить целую жменю этих ниппелей можно за пару копеек буквально. Да и резинки чуть качественнее стали, чем 27 лет назад. Но все же я точно не рекомендую вам этот ниппель. Да и на самом деле вряд ли вы часто встретите такие ниппеля на новых велосипедах. Еще один минус ниппеля Dunlop — насос. Его можно накачать только специальным насосом, так же как и ниппель Presto. Автомобильный насос не подойдет, или надо будет использовать специальный переходник. Конечно, это минус несущественный, но все же для кого-то может иметь значение, так что имейте в виду. Из плюсов, наверное, то, что поменять такой ниппель можно за пару секунд без специального инструмента. Держится он с помощью гайки, открутив которую он меняется буквально за пару секунд. Ах да, еще один большой минус этого ниппеля в том, что просто взять и спустить немного воздуха из шины будет не так-то и просто, так как у него нет никакой специальной кнопки, рычажка, на который, нажав, вы сможете спустить воздух. А для этого его надо полностью выкручивать и стараться его удержать, чтобы весь воздух не выскочил за пару секунд. В общем, будет проблематично. Второй тип ниппеля — это Shredder. Нет, это не тот чувак из черепашек-ниндзя. Все его точно знают. Это классический автомобильный ниппель. Он, пожалуй, самый распространенный в мире. Его ставят на всех машинах, часто можно увидеть на велосипедах, колясках, самокатах, даже на строительных тачках и так далее и тому подобное. В общем, везде, где надо накачать колеса, скорее всего будет именно Shredder. Из плюсов: он хорошо держит воздух за счет пружины, которая стоит внутри. Для него подходят насосы на заправках, автомобильные компрессоры, и даже старый дедушкин насос из гаража тоже вам подойдет. Золотники к нему стоят копейки, впрочем, как и все золотники к любым ниппелям. Из минусов: чтобы выкрутить золотник, нужен специальный ключик, или надо уметь изгаляться с тонкой отверткой. Основание у него более толстое, и в тонкий обод он может не стать. Для шоссейников уже точно не подойдет. Он чуть тяжелее Presto, если, конечно, вас волнует пара лишних грамм. У него есть пружина, которая прижимает резинку к основанию и не дает выходить воздуху. Крайне редко, но бывает так, что пружинка ломается, и тогда воздуху ничего не мешает выходить, и надо менять золотник. Но опять же, он недорогой, поэтому это не проблема. Чтобы спустить колесо, достаточно чем-то острым нажать на специальный стержень в центре. Это, кстати, отчасти и минус Шреддера. Не очень удобно спускать воздух. Надо что-то искать, чтобы нажать в этот самый центр. Пальцем или ногтем вряд ли получится. Но зато накачивать колеса проще, чем в той же Presto. Вы просто надеваете или накручиваете насос и качаете. Для большинства велосипедистов Shredder подойдет на 100%. Знаете, такой универсальный боец, который вас точно не подведет. Ну или крайне редко подведет.
Ну и перейдем к ниппелю Presto, моему самому любимому ниппелю. Этот формат разработан специально для шоссейных велосипедов еще очень давно. Плюс этого ниппеля: он более тонкий, 6 мм против 8 у Шреддера, что позволяет его ставить в более узкие обода и сверлить меньше отверстия, что в свою очередь делает обод более жестким. В нем проще регулировать давление, можно легко пальцем подспустить воздух из шины, а также у него меньше вес. Минусы ниппеля Presto: без переходника не накачайте колесо обычным насосом для автомобиля. У него нежный шток, если его согнуть или ударить, то можно сломать. Камеры с таким ниппелем обычно дороже. Золотник немного похож на Шреддер, но есть важное отличие. На конце Presto есть небольшая гайка, и перед накачкой колеса надо ее открутить, чтобы накачать колесо. А потом не забыть закрутить. Пружины тут нет, как в Шреддере, клапан перекрывается давлением воздуха в момент накачивания. Как говорил ранее, спускать воздух проще. Достаточно немного открутить гайку и нажать пальцем на нее. Золотники у Presto бывают съемные и несъемные, а если они и снимаются, то нужен специальный ключ. Но все же открутить Presto можно и с помощью плоскогубцев, то не сделаешь со Шреддером. Какой ниппель выбрать, решать только вам. Единственное, что я не рекомендую, это ниппель Dunlop. На этом все, до новых видео, пока-пока.